Всем привет! В этом видео я хочу рассказать вам о таком разделе товара, как мерная лабораторная посуда из стекла. Я постараюсь максимально доступно рассказать про все основные положения, которые касаются этого раздела товара, чтобы всем было все понятно и ясно. Поехали! Исходя из названия раздела, можно сделать вывод, что такая посуда используется в основном для определения или дозирования нужного объема жидкости при проведении лабораторных исследований. К мерной стеклянной посуде относят бюретки, вискозиметры капиллярные, пипетки мерные градуированные, пипетки Мора, соли иксоэметру, колбы мерные, цилиндры мерные, мензурки, бутирометры, мерные и центрифужные пробирки с градуировкой. Мерная лабораторная посуда изготовляется по международным стандартам качества. ГОСТ – это государственный стандарт, который формирует требования государства к качеству продукции, работы и услуг, имеющих межотраслевое значение. Стандарты качества ISO – это международные стандарты, которые являются стратегическими документами, подтверждающими качество продукции и гарантирующими ее надежность и безопасность. ТУ – технические условия. Это документ, устанавливающий технические требования. Они разрабатываются заинтересованной стороной в зависимости от изготовляемой продукции. Точность измерений мерной посуды определяется специальным параметром – классом точности. Для мерной лабораторной посуды существует два класса точности. Первый класс точности или класс А. Это самый высокий класс точности для мерной посуды и соответствует международным стандартам ГОСТ и ISO соответственно. Мерная лабораторная посуда класса А поставляется с индивидуальным проверочным сертификатом или сертификатом на партию. Второй класс точности или класс Б. Все сосуды этого класса также выполнены из стекла. Главное отличие между классом А и классом Б – это погрешность. Давайте рассмотрим на примере с мерным цилиндром. На мерном цилиндре у нас есть шкала градуировки, соответственно, есть цена одного деления. Так вот, в первом классе точности максимальная погрешность – это пол цены деления, а в втором классе точности или классе Б – одна цена деления. Мерную посуду калибруют на налив и на отлив. Например, давайте рассмотрим, что значит на налив. Вот у нас есть мерная колба, у нее есть одна метка. В данном случае на 200 мл. То есть мы эту колбу заполняем какой-то жидкостью до этой метки. Соответственно, именно в этот момент времени, именно для этой колбы, именно до этой метки у нас находится в колбе 200 мл заданной жидкости. Касаемо калибровки на отлив, для этого мы для примера возьмем пипетку Мора. Вот так вот она выглядит. Технически она очень похожа на мерную колбу, так как тоже имеет одну отметку. Но кардинальная разница заключается в том, что в колбы у нас идет налив жидкости, а с пипеток мы зачастую эту жидкость сливаем. Соответственно, в данном случае у нас пипетка Мора называется молочная на 10,77 мл жидкости. Соответственно, вы набираете в эту пипетку до метки какой-либо жидкости, неважно какой, объем будет одинаковый, и можете перенести ровно 10,77 мл жидкости в любой другой сосуд. Более, кстати, интересно, вот эта работа с отливом работает с мензурками, но об этом вы можете узнать в нашем видео про мензурки. Давайте поговорим о том, что называется поверкой. Поверка – это в первую очередь набор операций, с помощью которых проверяет мерное изделие на соответствие тем характеристикам, которые указаны у него в технических условиях. Соответственно, после поверки на сосуд наносится специальное клеймо, которое говорит, что да, он поверен. Но процедура поверки справедлива для стандарта качества ГОСТ, то есть на просторах бывшего СНГ это еще используется. Но вот по стандарту качества ISO, если изделие выполнено по этому стандарту качества, то оно уже автоматически считается очень точным приспособлением и ни в какой поверке не нуждается. Что такое калибровка? Вся мерная посуда, которая используется для аналитических работ, должна быть откалибрована. Как это работает? У нас есть, например, мерный цилиндр, который имеет вместимость 50 мл. Мы знаем, что 50 мл чистой воды весит 50 грамм. Соответственно, мы ставим этот цилиндр на весы, он имеет свой вес, мы его отнимаем. Потом льем ровно 50 грамм воды и... На минуточку, 50 грамм воды должно быть ровно на делении 50 мл на этом цилиндре. Тогда этот цилиндр полностью откалиброван и
точно дает нам тот расчет, который мы хотим получить. Изготавливается мерная посуда в основном из стекла марки ХС, химически стойкого. Особые свойства этого стекла обуславливаются его технологией производства, которые гарантируют повышенную стойкость к агрессивным реагентам и средам. Большинство позиций мерной стеклянной лабораторной посуды используются во всех отраслях производства, будь то фармацевтика, военная промышленность, различные медицинские лаборатории или пищевая отрасль, неважно. Абсолютно везде. Но вот есть некоторые позиции, вот такие как бутирометр. Бутирометры используются только в молочной промышленности, так как они существуют для молока, для сливок и для пахты. Кто не знает, что такое пахта, пожалуйста, на наш канал, там есть ролик про бутирометры, все понятно и ясно объяснил. Мерная лабораторная продукция торговой марки Eximlab отличается великолепным качеством как исполнения, так и материалов, с которых она сделана, и может удовлетворить практически любым потребностям наших клиентов.